Опа! А это не оно ли уж? Леди и джентльмены, приветствую, с вами сэр Холмс, Morrowind, Tamriel Rebuild. Продолжаю путешествие к Хелниму. Это все еще хребет Бетти. Я тут, получается, немного дал петли и вернулся к тому месту, где я был несколько эпизодов назад. Тилванская библиотека. О, как тут много живности всякой. Ладно, лети. Вот, вроде бы да, я отсюда... Можно даже посмотреть по карте. Да, вот прямо отсюда я тогда пошел в Тилванскую библиотеку. Вместо того, чтобы идти дальше по дороге. Надеюсь найти там святилище, которое мне нужно совершить паломничество, но... Там его не нашлось, поэтому двину дальше по этой дороге, как и следовало бы, можно было сказать, но я не сожалею, что свернул, нашел там кое-какие интересные местечки. И теперь мне интересно посмотреть, что это за... Единственный целый дом. Вот цветы, конечно, тут красивые растут. Я даже не буду срывать ничего. Тем более, что они мне не нужны особо-то. Здравствуй, добрый Даннер. Расскажи о себе, что тут делаешь. Привет, я Налрин Вере. Видел мои цветы, агент? Они лучше. Действительно, я с тобой соглашусь. Значит, промышляешь цветоводством, да? Я фермер. Понятно. Что тут слышно? Расскажешь что-нибудь, может, интересное как-то? Ты как будто тут один живешь. Не, ничего нового он мне не говорит. Ладно. Я тогда просто полюбуюсь цветочками. Такая полуземлянка у него еще. Мне уже второй раз подряд кажется, что я слышу звуки Центуриона где-то. Рядом Двемерского. Топот его характерный. Да, знаете, в сочетании с этими грибными деревьями это так классно выглядит. Все цветочное поле. Тут уже пейзаж сменяется, да, немного. Кончились железные стрелы. Так, давай, ядовитые железные, неинтересные. Так, урон шоком у меня есть еще такие. Лучше, наверное, приберечь. Серебряный с шоком тоже. Так-то нет необходимости их всех отстреливать. Но... Зная этих скальных наездников, лучше наносить упреждающие удары, как говорится. Лучшая оборона — это нападение, да? Вот оно. Место перехода из грибных деревьев в лиственные. Прикольно. О, смотрите, что тут. У меня хорошее предчувствие по поводу этой лестницы, но давайте глянем, что тут. И не дан. У меня пока что, пожалуй, нет особо настроения лазить по пещерам, по всяким рандомным. Довольно много этого было в предыдущих эпизодах. Несмотря на то, что я... так я уже тут был.
Я уже тут был. Но эта дорога же ведет чисто к Двемерским развалинам. Так, ну давайте еще раз посмотрю, что тут. Немного осмотрю. Сейчас и погодка получше, видно больше. Но на самом деле не думаю, что здесь нужное мне святилище находится, да? Вот, если лазить в каждую пещеру рандомную, я все-таки... Даже несмотря на то, что там можно найти какие-то уникальные штуки, типа той лаборатории, я так никогда не пройду Моровинд, если буду каждое буквально место такое изучать. Какое живописное побережье тут. Красиво. Ну и знаете, пока я лажу по пещерам в поисках уникального контента, этого уникального контента полно в квестах, которые я еще не сделал, причем наверняка поинтересней, лучшего качества контента. Как там живописно. Хочется и туда сходить. Но пока что буду держаться дороги. Ну и знаете, кроме Моровинда, все-таки это может для вас прозвучит удивительно. Я планирую когда-нибудь и другие игры. Это тот же Обливион там. Возможно, другие серии, игры серии свитков, которые были между Даггерфоллом и Моровиндом. Redguard Battlespire, да? Я пока не берусь что-нибудь, какие-то гарантии давать в плане того, что будет после Моровинда. Ну, когда-то что-то после Моровинда будет. По крайней мере, сейчас я настроен именно так. Ну, вот он, Хилним. Выглядит как пещера, но это не пещера. Так, ну в Хилниме у меня интереса тоже нет особого. Туда мне не надо. А вот в Марокко, который рядышком, надо бы заглянуть. О, а вы знаете, давайте-ка я прогуляюсь еще сюда. Впору выпить зелье. Восстановление запаса сил. Надо еще лук подлатать. Ой. Мухи, они неприятные. Они прокусывают броню вообще без проблем. Ой, люблю я залезать на горы на всякие, знаете. Мне сказали, найди святилище где-то вот в этом регионе. Я буду вот все вот так вот обшаривать. Ну и к тому же тут виды красивые открываются. Не правда ли? Несмотря на то, что мы такого видели уже много раз, в принципе, каждый пейзаж тут чем-то уникален, хоть из одного и того же состоит. Так, ну, давайте представим, что я взял мясо с Кагутти. Мне нужен привал. У меня особо больше есть-то нечего, к тому же. Пожарил мясо и поел его. Сытый, все.
Я, насколько понимаю, именно Tamriel Rebuild добавили такую тему, как мясо кагути, мясо алитов там. Вроде бы они не встречаются в ваниле, да? Так, кстати. Надо силу воли прокачивать активней. Жалко, что я еще низкого ранга в Тилуане. Они не захотели меня обучать в этом домике ничему. В общем, да, мои мысли что-то опять возвращаются к этим всем пещерам. Гробницам, руинам, в общем, все, что можно назвать данжами. Общее определение, да? В принципе, игра с грамотным геймдизайном и Morrowind, она, в принципе, такое и есть. Tamriel Rebuild, в общем-то, тоже, у меня сложилось впечатление. Игра сама стимулирует тебя изучать такие места. Так, надо посмотреть. Марок, Некром. Так, а туда? Угу. Марокко. Ну, короче, сюда надо идти. Вот, и я не хочу особо, по крайней мере, сейчас много изучать рандомных этих мест, потому что даже несмотря на то, что я упускаю какие-то крупицы уникального контента, этот контент, ну, не настолько уж прямо уникален. Вот, наверное, здесь это будет. Сюда, наверное, надо идти. У меня такое впечатление. Надо в Марок сначала сгонять. Вот. Закрыть одно поручение. Ты за мной? Все напали на меня. Так, где у меня ловушка душ? Жуки чертовы. Сразу перезарядить. Отлично. Вот, да, в общем, мысль такая, что исследуя этот контент, хоть и уникальный, не столь уж ценный, я теряю время вместо того, чтобы исследовать более уникальный и более ценный. Что думаете об этом? А то ведь как скажете, так и буду делать. Вот, а пока что надо сходить в Марок. Я там уже бывал. И мы с вами вместе путешествовали по этим местам десятки раз, поэтому думаю, что я... Если сейчас тут не увижу никаких уникальных пейзажей, где я еще не бывал, просто скипну. Ну, то есть за кадром до туда добегу. Ну да, вот этот водоем. А, Алит! Я уже помню. В Мороге, кстати, нет гостиниц. Ну, хотя бы поужинать можно. Пополнить запасы. Можно стрел купить. Надеюсь, найти там коммуники. Я не знаю, что-нибудь такого. Вот. Ну да, тут мы уже бывали. Вот он, Марок. Сейчас похожу по торговцам. Потом в
таверну надо заглянуть обязательно. И на рынок. В общем, да. Путь к торговцам. Забавный момент. Я заглянул в гости к лорду Телвани. Он спросил у него про экспедицию Нордсона, который написал «Развалины Кемелзе». Он отвечает: отсылка к моему отцу, как к местному гетману, воистину не выигрывает никакого расположения. Ну и вот то самое, ради чего я пришел в Марокко. Ну да ладно, я еще пришел тут продаться чуть-чуть и в таверну заглянуть. Джилла пропала, Холмс. Да знаю, я тебе пришел сказать, что я ее не нашел, типа. О чем ты, Холмс? Мне не нужны извинения. Джилла не с тобой, ее нельзя продать, а ты обошелся мне в слишком крупную сумму. Твоя удача, что я не зову стражу, а теперь уйди. Спасибо, до свидания. Вот, теперь я еще не зашел в таверну. После этого двинусь обратно на поиски святилища. Да. Ну что, пролетимся немножечко. Оп. Ой, я, наверное, до гриба до этого тогда прыгну. Да, действительно, я даже могу его перелететь. Марокко прекрасен. Город на скале. Ну, а теперь можно продолжить. Меня так давно уже тянула эта дорога, ведущая непонятно куда, вы бы знали. И теперь она меня куда-то приведет. Тут где-то Кагутти. А, вон. Минус Кагутти, да? Вообще, это действительно очень похоже на... Давайте загляну сначала сюда, поэтому... Ага, спина Баэти. Кстати. Позавтракаем этим Кагутти. Часок на жарку мяса. Типа я сыт. Морвин, кстати, нас учит тому, что отдых это очень полезно, потому что никак иначе, если не прибегать только к вещам вроде зелий, там, свитков и так далее, нельзя восстановить свои собственные ресурсы, такие как запас сил, здоровья и мана. Пользуйтесь этим в реальной жизни. Так-то вполне может быть где-то здесь. Я вот не припомню вообще, чтоб я бывал вот в этих местах. Хотя вот это вот Антуанс, насколько я помню, там я был. Или это Антуанс. Понастроили тут. Ну, короче, сюда пока что я не пойду. Я хочу сначала туда. Давайте, чтобы красиво было, вернусь на дорогу. И пойду туда потом. Вот это очень похоже на то, о чем мне говорили. Какие-то обходные дороги там между Хелнимом и Тель-Матриврой. Белая мышь. Привет. О, тут чья-то хата. Скальный наездник застрял рядом с ней. Тут много скал, много наездников, все правильно. Этот домик, кстати, я даже не заметил сверху. Он так под скалой расположился. Хижина Лансы Виданес. Да, я что? Я в проблемы не лезу. Какие-то. Расскажи о себе. А, ты фермер.
Что тут слышно в вашей дикой местности? А, не так уж много слухов слышу. Да и не так уж много данмеров вижу. Что-нибудь посоветуешь, посекретничаешь, может? Да, божественное вмешательство — это полезная вещь. А что тут за местность вообще? Не так уж тут много всего поблизости. На восток найдешь Тель-Матривру, а на запад Хелним, имперский город. Но дорог ты к ним не найдешь. Ну как же, я пришел к тебе по дороге прям по одной. Восточные провинции. Дорог здесь нет, да, говоришь? Но у меня пока нет других особо вариантов, других мыслей, где может быть это святилище. Святилище одиночества. Это место выглядит наиболее подходящим. Ну, знаете, можно будет потом начать поиск с другой стороны, со стороны Тель-Матривры. Ух ты, какая стая там. Жуки напали на меня. А вот этим я хочу фаербол запихнуть в рыло. Ну, блин. Да ладно, еще вот не хватало мне. Попал, хорошо. Я вошел во вкус. Возьму с собой мясца. О, это я же к Адуринуаки пришел. Я ж тут бывал уже, да. Да черта, жуков тут у вас. Живности тут щедро наплодилось, конечно. Ну, приятно осознавать, что я доисследовал местность. А, я же в этой хижине-то уже бывал тоже. Да-да-да. Ой. Да, это Антуанц, получается. Скальные языки. Откуда вас столько берется, а? Черти. Угу. И там святилища одиночества тоже нет. Ну, может, где-то здесь, в горах, я не знаю, в этих. Вот так я приду к Антуанц. Мне только остается радоваться, что они с одного выстрела отъезжают все, а то еще возиться с ними. Ну это я слишком куда-то углубился на юг, по-моему. Здравствуйте.
Надо смекнуть, куда дальше двигать. Ну, в общем, куда-нибудь надо мне на север двигать. Может быть, вернуться даже к Хлабулору. Я там не додумался, что можно было со старостой деревни еще поговорить по поводу себя на уме жительницы деревни. Вот. Ну, наверное, пока по горам просто полазить тут можно. Кто знает, может, я случайно наткнусь на это святилище одиночества или как там его. Ну, вот, кстати, здесь может быть, смотрите. Тоже похоже на дорогу. Не то. Пока ты не улетел. У меня такой острый недостаток камней душ ощущается. Ну, это такая... Что-то среднее между тропкой и просто случайно сформировавшимся пластом местности. Что полетел куда-то? Полетел, смотри. Пока что, как ни странно, задание на посвящение в храм кажется мне одним из самых сложных, что мне выпадали за последние приключения мои. Да, вполне может быть где-то здесь. Вот там была пещера контрабандистов, вот демельские руинки, в которых я был. Вот здесь Хилним, здесь домик Тилванской волшебницы. Да, надо спуститься туда. Что, конечно, может быть где угодно, но... Ой. Чего вас так тут много, друзья? Мои крылатые друзья. Да, в общем, тут ни черта не видно. Ни черта из того, что могло бы быть тем, что нужно мне. Поэтому надо будет действительно спуститься туда. Попади. Отлично. Где-нибудь здесь зажарю мясо. Никс гончий. И все, вниз. Вот. Тут я вроде уже ходил недавно относительно. Вот где-то в этих вот местах. Ой. Ой, а что это мы такие медленные? А, больная. Похоже, болезнь ей характеристику скорости убила просто в ноль. Может быть, болезнь заключалась в том, что у нее лапка повреждена.
сколько ж тут живности-то, а? Такое ощущение, что новые успевают сюда набежать за буквально там пару дней. Игровых причем. Ай! Что ж не отъехал-то с одного удара? Решил мне покачать доспехи средние, да? Так, а вот там я был? Там я не был. Вот, может быть, тоже выглядит живописно. Ну, здесь оно не может быть. Там по описанию такое место труднодоступное должно быть. Хелнима. Ну да, надо сюда двигать, короче. Если не там, то вот туда. Вот если б я был святилищем одиночества, я бы прятался здесь. Да, вон в тех руинках доэдрических я был. Ушел из поля зрения. Я вот вспомнил, что здесь была такая интересная достопримечательность круг камней, но это слишком далеко на юг. Это даже ближе к Акаморе, чем к Хелниму. Так что мне точно не туда. Давайте-ка еще раз сверюсь с журналом, с дневником. Можете заметить, что давно даже квестов никаких новых. Ну, записей в дневнике. Но вот 15-е, последняя была 18-го, это день назад. Потом 15-е, это я в Хлабулоре был, еще до этого путешествовал. Так, паломничество. Святилище одиночества. Неблагодарное путешествие. Никаких пейзажей примечательных нет. Оно не для туристов. Его сложно найти и сложно дать указания, как его найти. Где-то на обходных путях гор на запад от Тель-Матривры, на восток от Хелнима. Где-то, ну я в принципе правильно ищу, где-то вот в горах должно быть. Короче, нужно проявить большую силу характера, чтобы его найти. Орц отосил, говорил с слугами Азур, знак изоляции. Noble Sedge. А у меня хоть есть Noble Sedge? Есть, ну хоть что-то радует. Мухи противные. Вообще такое ощущение, что должна какая-то такая горная тропка вести к этому святилищу. И оно где-то именно на возвышенности должно находиться. Я уже как попало начинаю бродить. Вот где-то в этом районе должно быть, в этих окрестностях. Я уверен. По описанию очень похоже.
Вот такие задания действительно стимулируют к скалолазанию. Я тут что-то часто вспоминал на досуге, что в Daggerfall можно же карабкаться по стенам было. А в Morrowind'е, знаете, у меня такое ощущение, что остались отголоски этого. Вот, например, если прыгнешь с размаху вот так, в основном это на стенах здания проявляется, то продолжая нажимать W вперед, ты не сразу скатишься вниз. Вот со скалами это не работает. Но у меня сложилось такое впечатление, что это не баг, а фича, как будто это такой моровинский паркур. Что, у меня стрелы кончились? Отравленные. Да, я тут нормально таких расходую. Скальные наездники-то, похоже, застревают в скалах, да? Вот, потом будет, когда время в каком-нибудь городе покажу вам, думаю. Тут я был, да, уже? Тут я уже был. Так, а если смотреть по карте мира? Вообще, да, где-то аккурат между Тельма-Тривра и Хелнимом нахожусь. Ну да, я помню, я ходил по этой тропинке и вышел к вот этому вот стилванскому домику. Альтмирати — это Дейдрическое святилище. Да, вот тут я ходил. Так много естественных арок всяких. Да уж, паломничество, черт его возьми. Жесть. Так, ну сюда я не могу прям залезть, наверное, сюда не надо. Ну хотя, блин, тоже интересно, что там. Ладно. Я не выдержал. О, черт, целый рой мух. Они вполне меня могли загрызть, если бы все одновременно атаковали. Опа! А это не оно ли уж? Вот я заметил краем глаза что-то такое и думаю... Да! Ах ты мерзкий Когути, ты не посмеешь! Ты не посмеешь мне мешать! Блин, своей тушей еще навалился на изваяние лорда Сотосила, негодяй. Еще и не дотянуться до тебя. Ну ладно, валяйся. Фу! Момент истины. Святилище одиночества. Да, я хочу преподнести Noble's Edge. Так. Так,
Усмиряй себя, усиляй свой ум через отрицание. Ищи путь Альмсиви. Eagerness with resolve. Усмиряй свое рвение через смирение, наверное. Resolve. Что значит resolve? Вот в религиозном ключе. Знаешь, что это? Отражать, преобразовывать. Отражать. Ну да, вот что-то такое. Так, дневник обновлен. И теперь мне надо возвращаться в Сейлинг. Кстати, прекрасный бот, чтобы туда вернуться, действительно. Вот. Но на самом деле я, может быть, передумаю, но я пока хочу вернуться в Раньон Рун в первую очередь. Да. Ну, как бы то ни было, подумаю еще над этим, но уже в следующем эпизоде. Друзья, все, давайте лайки, подписки, пишите, что думаете. Что там еще? Колокольчики, не колокольчики. В общем, я рад, что нашел наконец-то это святилище проклятое на закате дня.